Добро пожаловать! И продолжая тему недорогих ретро-девайсов, посмотрим на относительную новинку от компании Anbernic. И это у нас RG40XX-V. Почему V? Потому что вертикальный аспект. Коробка, как всегда, белый картон. Не хорошо, не плохо, но пойдет. Далее, сам девайс. Здесь у нас ничего нет. Типичная, обычная инструкция от Anbernic на английском. И для тех, кому надо, на китайском. В принципе, нормально, в принципе, все хорошо. Что еще ожидать? Ну и, конечно, в этом маленьком отсеке, коробочки, присутствует типичный USB кабель с самый дешевый, который можно только найти на Алиэкспрессе и у китайцев в подвале. Посмотрим, собственно, на сам девайс. У меня вот такой вот синенький. И мы видим тут очень интересный ход. А именно присутствие вот такого вот стика, чтобы можно было плюс-минус нормально играть для тех, кому не нравится вот эта крестовина. На удивление, касаясь крестовины, крестовина здесь довольно приятная. Нажмем на кнопку включения, девайс включается и посмотрим, что у него с портами. На верхней части у нас только мини HDMI и два светодиода. Далее у нас присутствует второй слот для microSD карточки, чтобы хранить все наши игры. Далее у нас присутствует кнопка включения и кнопка резета. На нижней части присутствует 3.5 джек, USB Type-C OTG, не OTG, как хотите, так и называйте, обычный USB Type-C. И, собственно, основная карточка, которая идет в комплекте. Качелька громкости. Сам девайс. Сам девайс у нас выглядит как все обычные Anbernic, ничего не поменялось, все абсолютно то же. В плане программы все те же программки, все те же варианты настройки, Moonlight и не Moonlight. Конечно, как вы будете стримить без еще одного стика и играть в нормальные игры, это непонятно. Но Wi-Fi есть, то есть если мы поставим сюда кастом прошивочку, можно использовать клауд-сейвы, и вы будете засинхронены на всех ваших ретро-портативках, что, в принципе, классно. Ну и чтобы убедиться, что это просто очередной конвейер Anbernic, мы видим все тот же H700 процессор, все тот же набор всего и всякого. А что мы еще можем получить от девайса за такую цену? Все они плюс-минус стоят одинаково, то есть и железо будет у них плюс-минус одинаковое. Далее. Посмотрим, конечно, на игры. И сделаем немножечко звука побольше. И начнем, конечно, с PSP. И, например, Vice City Stories. Заодно заценим, как здесь ощущается великолепный звук данного динамика. Это просто вершина аудиофилов. Итак, вот он у нас, наш чарик. Пока что вроде нормально. Вроде нормальный фреймрейт, 30 кадров, 100% скорость, без проблем. Но все мы знаем, как только мы выезжаем в город, начинается интересная штука. А именно, вот такой вот замечательный фреймрейт, 26, 23, иногда 18, иногда 17 кадров в секунду. Я бы, конечно, мог сказать, что это не хорошо, но и неплохо, но, к сожалению, это плохо, и с этим придется как-то жить. И, я бы сказал, даже выживать. Конечно, можно поставить фреймскип, можно поставить еще всякие плюшки-приколюшки, которые помогут нам избавиться от этого неприятного фреймрейта. Но по факту все так же будет управление немного мыльное, будет немного неприятно, и все в таком духе. Потому что данный чипсет не подходит для игр PSP, как ни крути. Просто неважно, как это мы будем представлять, как мы это будем крутить-выкручивать, все равно PSP здесь нормально работать не будет. Конечно, найдутся великие комментаторы, которые знают, что идеальные настройки существуют. Существуют идеальные игры, которые будут работать на 120 кадрах в секунду на данном эмуляторе. Но, к сожалению, не все такие величайшие настраиватели, как и некоторые. И поэтому для большинства PSP здесь будет недосягаемым. Конечно, я забыл упомянуть о главной фишке этого аппарата. Кроме того, что это стик, но это дело десятое. Это стик с RGB.
А стик с RGB, конечно же, настраивается. Поэтому, если вы будете стримить или пробовать запускать ПК-игры, то FPS вам обеспечен как минимум плюс 78%, а то и все 94.48. Почему такая точность? Потому что RGB. И почему не 100 и не 120? Потому что нет второго стика с дополнительной RGB подсветкой, которая нам обеспечит просто стопроцентный прирост как минимум во всех играх. Ну да ладно. Для начала подключим звук, чтобы немножечко более нормально все это происходило. И посмотрим на PlayStation 1, например. И чтобы интересное запустить на PlayStation 1, я даже не знаю. Например, Tekken 3. Посмотрим, как же он будет работать в этом замечательном аппарате. Выберем режим аркада. Вот такое вот. И можно видеть, тут все прекрасно работает, а чего еще бы мы могли ожидать от PlayStation 1. Кейохи мутятся, все просто идеально работает. Что еще можно ожидать? Я не думаю, что хоть какие-то игры будут здесь проблематичные, однако все же игры некоторые можно будет найти, которые будут плохо работать, и плохо они будут работать на любых эмуляторах, неважно, где вы их будете запускать. К сожалению, это такой прикол эмуляторов, и тут ничего с этим не поделаешь. Можно взять еще какой-нибудь Game Boy Color и запустим какого-нибудь агента 007. И, конечно же, Game Boy здесь будет работать вообще без каких-либо проблем. Даже можно об этом не задумываться. Просто идеально все работает. Без каких-либо нареканий и чего-либо там. Но было бы странно, если бы даже Game Boy здесь работал плохо. Конечно, некоторые игры на некоторых старых даже консолях, например, Sega Saturn, например, некоторые игры с SNES могут немножечко подлагивать, немножечко лагать, но в силу того, что эмуляторы не идеальны. Если мы хотим идеальную эмуляцию того же Game Boy, кстати, здесь она не будет работать, идеальная эмуляция, к сожалению, мы покупаем вот типа вот такого девайса. Это не Game Boy, хотя работает абсолютно точно так же. Это у нас FPGA-шечка, которая эмулирует на железном уровне всю работу процессора. И, в принципе, работает как Game Boy 1 к 1, за исключением, что в некоторых играх неправильные тайминги, но там расхождение по времени примерно 4 миллисекунды на 5 часов игры. То есть не критично. Но вернемся к нашим баранам, а именно к этому замечательнейшему девайсу. Для кого? Для людей, во-первых, кто любит играть со стиком. Например, в некоторые игры я предпочитаю играть на стике, нежели на вот этой вот хорошей. Да, это хорошая крестовина. Она, конечно, не идеальна, потому что для меня идеал это крестовина на PlayStation Vita. Но она удобная. Во многих играх будет прям приятно играть. Ну и стик. Следовательно, что мы понимаем по данному аппарату? Что аппарат получился довольно неплохим. Даже тот пластик, который здесь присутствует, он хоть и не премиального качества, но он хороший, он нормальный, не такой, как бы это прилично сказать, непонятный пластик, который присутствует на том же Steam Deck. И здесь все нормально, аккуратно сделано. Конечно, и некоторые тут зазорчики не настолько идеально подогнаны, как хотелось бы, но в целом, учитывая цену данного аппарата и учитывая выбор именно подобных аппаратов, которые и есть на рынке, это в принципе неплохой вариант, если вам нужно там всякие NES, SNES, Sega, PlayStation 1, подойдет идеально.
Также вещь, которая идеально подойдет, это поставить лайк, подписаться на канал, рассказать всем, кому можно, зарепостить, запостить, куда это возможно, о том, что данный канал существует и выходят здесь видео. Вот с такими вот интересными девайсами. Также, если есть вопросы, недочеты, перечеты, предложения, упреки, можно либо оставлять комментарий, либо, конечно же, перейти в Discord, ссылку на который я очень часто оставляю в описании. И, собственно, на этой ноте можно сказать лишь одно, что на этом все.